odds are always greater for a girl. I like to date her if I daddy like a critter. Мрамор весьма широко используется в строительной практике, однако в процессе его переработки образовывается огромное количество отходов. Наш сегодняшний герой придумал, как можно на этом заработать деньги. Он начал производить мраморную крошку. Давайте узнаем, что из этого вышло и сколько можно на этом заработать. Поехали! Константин Яровой. Возраст 26 лет. Окончил Одесскую национальную юридическую академию. Специальность – юрист. Хобби – путешествия и компьютерные технологии. В 2014 году организовал производство по переработке мрамора. Костя, привет! Привет. Как тебе пришла идея заняться производством именно мраморной крошки, а не чем-либо другим? Я подумал, что производство, оно всегда было востребовано и всегда было интересным. То есть, если ты контролируешь полностью всю линейку, то ты можешь отвечать за качество. Есть одно предприятие у нас в Одессе, которое занимается переработкой мраморных блоков. У них остаются отходы, которые занимают территорию на предприятии. Я договорился, что я эти отходы буду перерабатывать в мраморную крошку, освобождая их территорию. И начал ее производить. Что тебе для этого потребовалось? Для этого мне потребовалась дробилка, которая все это дробит в уже готовую продукцию. Я ее приобрел в интернете. Ее можно купить порядка 30 тысяч гривен. Там есть дорогие, есть дешевые, но вот где-то, если брать в среднем, около 30 тысяч гривен можно найти. Мраморная крошка пользуется популярностью? Она пользуется популярностью. Кто покупает ее? В основном покупают люди, у которых есть частные дома и которые хотят на своем приусадебном участке навести красоту. Основными потребителями мраморной крошки являются частные лица, которые используют ее для облагораживания своих приусадебных участков, специализированные компании, которые выполняют работу по созданию современных ландшафтов, а также владельцы домашних животных, использующих эти материалы для создания микроклимата в террариумах или аквариумах. Расскажи, пожалуйста, по пунктам, как происходит процесс производства мраморной крошки. Начинается все с поиска сырья. Затем это сырье надо передробить в мраморную крошку, но для этого надо помещение. Я бы посоветовал поначалу взять в аренду склад. У нас в Одессе в промышленной зоне можно взять склад где-то около 2000 гривен в месяц. Там разместить дробилку и начать такое мини-производство. Там же ее и хранить. А что касается доставки, нужен ли какой-то специальный грузовой транспорт? Просто машина-универсал. Этого достаточно, чтобы перевезти по городу. А вот что касается сырья, ты его где-то закупаешь еще или, возможно, завозишь из-за границы? Я его поначалу брал на предприятии, но когда мне начало его не хватать, то пришлось завозить за границу. Можно привезти с Греции, можно привезти с Турции, но это все будет дорого и растаможка. Оно, конечно, будет выше качества, больше объема, но также можно привезти его у нас с Украины. Вы не будете платить за растаможку, вы просто его внутри страны перевезете из одного города в другой. На этом вы выиграете, но качество будет хуже, чем за границей. Привозить сырье из-за границы выгодно и эффективно. К примеру, в Греции тонна битого мрамора стоит 10 евро. Целесообразно завозить партию не меньше 20 тонн, что составляет порядка 50 тысяч гривен. Сюда входит как растаможка, так и доставка груза. Переработав полученное сырье, ориентировочная стоимость реализуемой продукции возрастает до 145 тысяч гривен. С учетом расходов на производство, вероятная прибыль может составить около 95 тысяч гривен с одной такой партии. Если продавать около 3 тонн в месяц, что в сезон, я считаю, возможным, если этим делом хорошо заниматься, то в месяц можно заработать порядка 25 тысяч гривен. Неплохо. Этот бизнес имеет весьма ярко выраженную сезонность. С весны по осень основные клиенты будут создавать спрос на продукцию, а вот вне сезона наш герой рекомендует запасаться впрок-крошкой, искать новые каналы сбыта и нарабатывать клиентуру. Вот у меня, например, была такая ситуация, заправка. Она заказала озеленение.
и они захотели много мраморной крошки. Они позвонили мне, говорят, у вас есть такое-то, такое-то количество. Оно у меня есть, но оно у меня было в сырье, и мне пришлось перерабатывать. И я там чуть ли не сутками это все дробил, чтобы успеть сдать заказ, как бы, чтобы его не потерять. И потом я понял, что лучше это делать заблаговременно, чтобы когда тебе позвонили, ты мог просто выдать товар. А что по документам необходимо для того, чтобы заниматься подобным видом деятельности? Ну, необходимо зарегистрироваться в налоговой как частный предприниматель и получить КВЭД на обработку природного камня. И, в принципе, все, да? Да, и можно заниматься. Костя, я предлагаю прямо сейчас отправиться в твой цех и посмотреть, как происходит процесс переработки мрамора и что ты в конечном итоге получаешь. Хорошо. Да? Идем? Да, пошли. Пошли. Мы завозим сюда бут, который потом подвозится к дробилке, и дальше уже ребята передрабливают и отсеивают, то есть делят на фракции саму мраморную крошку. То есть вот это все уже готовая продукция, правильно? Да, это готовая продукция. Для того, чтобы заниматься производством этой крошки мраморной, тебе понадобилось приобрести специальный станок. Он дорогой? Этот станок, который я приобрел, он дорогой, он стоит порядка $4000. Я объясню вам почему. Почему? Потому что этот станок, он имеет специальные марганцевые щеки, которые могут дробить гранит. А как нам всем известно, гранит – это самый твердый камень в мире. При выборе станка обратите внимание на его главный параметр – дробящие щеки. Их ресурс ограничивается типом обрабатываемой продукции. Если взять станок для дробления гранита, то более мягкий мрамор продлит срок его эксплуатации в несколько раз. В подобных магазинах продается наше сырье. Таких магазинов на данный момент у нас около 4. И реализуем. Дальше уже дело магазина. О, кстати, я вижу продавца. Давай сейчас подойдем и спросим, насколько хорошо продается твоя крошка. Да? Давайте. Идем? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько хорошо продается мраморная крошка? Вы, как продавец, наверняка должны знать. Да, сегодня, на сегодняшний день она актуальна и востребована. Ее любят использовать в ландшафтном дизайне. Поэтому пешеходные тропинки, террасы, подъездные какие-то аллеи очень прекрасно подходят для этих целей. Это мраморная крошка. Ну что ж, Константин, насколько я понимаю, это финальная точка нашего с тобой маршрута сегодняшнего. Здесь я вижу твою мраморную крошку, и она причем засыпана везде почти. Конкретно этот объект я сам не выкладывал. Его могут люди сами делать, тут ничего сложного нет. Покупается агроволокно, стелится, сыпется крошка. Тут дело, оно даже интересно будет самому повозиться с ней, уложить. Хоть рынок мраморной крошки считается относительно свободным, начинающим бизнесменам Константин рекомендует стартовать не с собственного производства, а с банальной перепродажи готовой продукции. Изучив специфику бизнеса и наработав клиентскую базу, вы сможете обезопасить свои стартовые инвестиции от риска быть потраченными впустую. На будущее я планирую развивать свой проект, я планирую увеличивать сеть магазинов, я хочу выйти за пределы Одесской области, хочу завести Киев, а может быть во Львов, и как бы развиваться. Мне этот бизнес нравится, это классно. Костя, спасибо большое за то, что ты согласился стать участником нашего проекта. Я желаю удачи, и, собственно, процветания твоему бизнесу. Надеюсь, в скором времени ты уже овладеешь всем украинским рынком, и твоя крошка будет продаваться абсолютно везде. Спасибо, Богдан, вам большое за визит. Всего доброго. Если вы хотите стать героем нашего проекта, звоните по телефону 737 74 73, либо пишите нам на почту startup@gmail.com. Мы прощаемся с вами до следующего вторника, и помните, стартап – это начало проекта, а каким он будет, зависит только от вас.